Всем привет! И у меня первая проблема с помидорами, а именно маленькие кустики и уже начинают плодоносить. А это очень плохо. Поэтому что нужно сделать? Нужно сейчас взять ножницы и посрезать все цветения, а также вот эти маленькие плоды. После того, как я срезал на кустиках помидор цветение и плоды, обязательно нужно дать селитру. До этого я ходил во двор каждый раз с этим бачком на 16 литров, потому что у меня не было шланга подходящего, чтобы брать воду отсюда, прям системы. Я мог бы поставить капельное, но капельное она слишком мягкая и не получалось. И я нашел старый шланг от сифона, от аквариума. И он как раз подходит под этот диаметр. И он довольно упругий, его можно хорошо сюда засунуть. И вот так вот набираю сразу же здесь воду. Все, вода пошла. И здесь же замешиваю селитру. Получается 35 грамм на один ряд. Это 7 крышечек где-то, примерно плюс-минус. Даю я по одному рядку, потому что капельный полив без мотора, это получается самотеком. И из-за того, что слабое давление, не получится давать сразу на все рядки, как я делал раньше с мотором. Поэтому приходится по одному рядку вот так вот набирать 16 литров, добавлять селитры, поливать и опять по новой. И вот так вот все 7, кажется. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7 рядков помидор. Сразу здесь замешиваю и добавляю селитру. И оно как раз хорошо размешивается. Все, бачок полный, можно выключать. Сейчас хожу с сапой между рядками по картошке, потому что бурьян вчера вырывал, но все равно осталось еще мелкий, нужно его с сапой пройти. И зацепил куст, и вот такая вот у нас картошка получается. Вот. Но она еще растет, поэтому посмотрим, что будет. Это первый год мы такую садим. Не помню, как называется сорт. Раньше мы добавляли золу и травленное зерно. Но в прошлом году и позапрошлом была очень мелкая картошка. Поэтому в этом году мы решили не добавлять золу и посмотреть, что из этого получится. Так, процесс запущен. Сейчас главное, чтобы вода уходила. Бак примерно уходит за 8 минут. Поэтому за 8 минут я как раз успеваю сделать один рядок картошки. Вот, вода уходит, все отлично. Можно идти на картошку. И вот спустя 8 минут бачок уже почти пустой. И мне так еще нужно повторить. Еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, еще перец и баклажаны. Тоже нужно залить селитрой. И там у меня еще 2 рядочка помидор и чуть-чуть баклажанов. Но там уже вручную добавляется. С внесением удобрений закончили. Вот последний рядок уже заливается. И сейчас еще раз
допустим, все ряды, чтобы промыть. Буквально на минут 5, и все, и можно выключать. И еще осталось 2 ряда картошки с сапой пройти, и на сегодня пока все. Фу, наконец-то я закончил эту картошку. Уже ничего не хочу делать, но есть еще пару дел, которые нужно успеть доделать. Еще цыплят нужно поймать. Фу. Придумал новый способ, как гнать цыплят к их клетке. Сделал такой себе коридор из шланга. И вот аж сюда, к самой клетке. А то каждый раз ловить 50 штук, это не очень удобно. Вот так вот намного быстрее. Ну и все. Все в клетке. У меня дома есть настоящие динозавры. А чтобы их призвать, нужно использовать вот это. Это то, что осталось от каши для собак. Сейчас покажу. Сейчас главное тихо, чтобы их не спугнуть. Для этого нужно сделать специальный сигнал. Смотрим. О, вот они. Пошли велоцирапторы. Но на самом деле я не вру, потому что курицы это прямые потомки динозавров. Поэтому вот как их нужно призывать. А потом можно делать вот так. Раз, и поймал динозавра. Так, что еще из обновлений? Сделали вот такой летний душ. Купили бак на 50 литров. И после огорода как раз то, что надо. Но заливать воду, это, блин, для меня кошмар. Потому что я боюсь высоты. И нужно с ведром подниматься вот по этой хилой лестнице. Вот цыплят уже пора загонять. То они начинают замерзать. Все на месте. Мы им ставим вот так вот иногда белую лампочку, обычную 100 ваттку. А потом на ночь, если холодно, ставим вот эту вот инфракрасную. Сейчас они еще чуть-чуть нервничают, но сейчас мы их немного успокоим. Берем корм и типа. И все. Они уже успокаиваются. Но еще есть некоторые самые крикливые.